Привет! Это будет небольшой дисклеймер. На Burning Man нельзя проводить профессиональную видеосъемку без медиа-аккредитации, на которую я, конечно же, подавался, и в которой мне отказали. Я был в шаге от того, чтобы не поехать, но потом подумал, что, во-первых, у меня не профессиональная съемка, во-вторых, никто не мешает мне снять свой собственный видеоблог, назовем это так. И я поехал и кое-что снял, и сейчас вы это увидите. При этом в видео нет спонсорских интеграций, я поехал на Burning Man за свои собственные деньги, которых, к слову сказать, чтобы туда поехать, нужно немало. Цель всего этого дела — показать вам, как выглядит, возможно, самое грандиозное событие в мире. Let's go! Мой Burning Man начинается в Сиэтле. Я прилетел сюда к ребятам, с которыми мы познакомились по переписке. И да, такое тоже бывает в наши дни. Это семейная пара Артем и Алина, в компании которых я проведу свой первый Burning Man. Ребята — это типичные представители местной IT-тусовки. Алина работает в Microsoft, а Тёма — программист в Амазоне. Я работаю, в основном с 10 утра до 5 часов вечера, 4 дня в неделю, с понедельника по четверг. Несмотря на довольно гибкий рабочий график, ребята купили себе дом в Линвуде, пригороде Сиэтла. Это спокойный и тихий район, очень зеленый. Во дворе у них вообще цветут яблони. Дом достаточно просторный, 4 спальни, и места как бы хватает всем с головой. Так как ребята айтишники, жилище у них оборудовано кучей всяких прикольных гаджетов. И вообще, мне кажется, что Артем и Алина — это классические представители американского Burn-сообщества, то есть людей, которые каждый год ездят на Burning Man. Можно сказать, что для вас Burning Man — это событие, к которому вы готовитесь целый год? Да, 100%. Но начинаем мы готовиться еще, наверное, с октября, с ноября, то есть уже думать, с кем мы поедем, RV брать и так далее, вещи, костюмы. То есть целый год? Весь год. Подготовка к Burning Man — это вообще интереснейший процесс. Большинство я, конечно же, пропустил, но вот финальную часть сборов я все-таки имею возможность вам показать. Уже по содержимому собранных коробок начинаешь понимать, что тебя ожидает в ближайшую неделю. Здесь десятки килограмм стаффа, который, возможно, понадобится, а возможно и нет, но лучше его все-таки взять, потому что мы отправляемся в пустыню. А количество магазинов, как известно, там стремится к нулю. Поэтому бёрнеры запасаются всем, от медикаментов, пауэрбанков и солнечных батарей до таких жизненно важных вещей, как скотч, санитайзеры и модные шляпы. И это только малая часть. Я, естественно, тоже не ударил в грязь лицом и заранее прибарахлился. У меня был недельный запас футболок, носков и нижнего белья и всякого разного по мелочи, типа солнцезащитного крема, капель для глаз, влажных салфеток, маски от пыли, очков для той же цели и, естественно, костюм, который был специально сшит под меня и который я впоследствии так ни разу и не одел. Shit happens. Единственное, чего не хватало, это велосипеда, поэтому мы с Тёмой съездили в ближайший Walmart и за $180 купили мне велик, который на третий день Burning Man благополучно сломается, но это уже другая история. Последним и, пожалуй, самым важным этапом подготовки была аренда автомобиля, в котором нам предстоит прожить 7 дней. Это так называемый RV или Recreational Vehicle. То есть, по сути, дом на колесах. И это тот случай, когда название полностью соответствует содержанию. Это реальный дом, в котором есть кровати, душ, туалет, плита, рукомойник, холодильник, и этот аттракцион еще и ездит. Аренда RV стоит $3100 за 11 дней, но $1000 вернуть назад, если мы все хорошо сделаем. Если мы его отмоем, не попадем ни в какой акцидент и так далее, то реально всего лишь 200 обойдется. Эмоции от езды в этой штуке, как будто ты едешь внутри танка. Все трясется, все гремит, что-то где-то там падает. Но главное, все это едет. Осталось всего-навсего загрузить все эти горы вещей в RV. Ну, если честно, немного страшно, потому что все это барахло реально занимает пол гаража. И как оно поместится в эту большую, но не такую большую машину, пока непонятно. Мы грузили все это добро около часа. В конце концов, каждый угол RV был заставлен генераторами, канистрами, водой, едой и, естественно, костюмами. Душ вообще превратился в гардероб. Стали появляться новые люди, и это все компания, с которой мы двинем на Burning Man. Кроме нашей машины, с нами в колонне поедет вот такая вот переоборудованная скорая помощь. Слушай, и сколько стоит такая старая машина? Ее официально выиграл за 800. Потом после $800? Да. Потом после чуть торгов мне ее отдали за 1420, что-то тому подобное. В этой машине почти все рабочее. Всякие там датчики, разъемы для подключения кислорода, что в принципе будет не лишним на Burning Man. А основной отсек переоборудован под нужды хранения еды и разных плюшек и спальные места для 2 человек. В нашем же доме на колесах будет жить целых 5 человек, включая меня. Если честно, чувствую, что ты
едешь в плацкарте с малознакомыми людьми. Путешествие на такой штуковине действительно напоминает поездку на поезде. Ты можешь постоять, полежать и воспользоваться туалетом. Я не знаю, как там за рулем, но вот пассажирам путешествовать в РВИ прям супер комфортно. Плюс у тебя есть куча времени. Во-первых, для того, чтобы доделать костюмы к Burning Man, а во-вторых, чтобы со всеми познакомиться. Лёша — совладелец квест-рума. К ним как-то пришел играть Билл Гейтс, который тоже живет в Сиэтле. Билл Гейтс участвовал в моем квесте. Он пришел играть, это было на Рождество. И для меня это было как чудо, потому что, я парень из Электростали, жил в Норильске, и тут я приехал в Америку, и приходит играть Билл Гейтс квест. Вот, а сотрудник просто написал: смотрите, кто у нас играет, всей семьей. Мы примчались туда. Ну и дальше все это было, конечно, очень нервно и сложно, потому что все-таки это Билл Гейтс, он играет в самом нашем навороченном, но в самом таком технологически сложном квесте. Вот, ну да, мы смотрели по камерам, как он играет. И в конце произошла очень забавная ситуация, потому что мы говорим, наш сотрудник, он новичок, он у нас работает там в 2 недели, он очень волнуется, его аж трясет от того, что у нас играет Билл Гейтс. Мы говорим: Леш, сейчас ты пойдешь туда, скажешь ему там, придешь как обычному клиенту, естественно, в конце ты ему предложишь, можно ли создатели квеста пойдут к вам познакомиться. Леша идет туда, то есть проводит квест, в конце квеста он говорит Билл Гейтсу: а можно я сделаю с вами фотографию сначала? Он обнимает Билла Гейтса, это первый человек, который обнял Билла Гейтса, вот прям вот так вот. Делает с ним фотографии, потом задает Билл Гейтсу фразу: а можно ли мои друзья с вами познакомиться? На что Билл Гейтс, естественно, говорит: слушай, у меня время просто, очень классный квест, нам нужно ехать. Билл Гейтс берет всю семью, и они уходят. И я смотрю на это по камерам, и вижу, как Билл Гейтс уходит из моего квеста. Я не могу понять, что произошло. В смысле, как Билл Гейтс захотел видеть инженеры, геймдизайнеры, которые все это строили в течение года, и... Вот так я не встретился с Биллом Гейтсом. Он прошел? Он прошел, но с дополнительным временем и с подсказкой. Для того, чтобы доехать до места проведения Burning Man из Сиэтла, необходимо пересечь Орегон и добраться до Невады, а это довольно неблизкий путь. Уже здесь, на трассе, ты начинаешь встречать бёрнеров, и узнать их очень просто, потому что треки, RV-шки, которые здесь встречаются, они все обклеены, то есть все вот эти вот щели на окнах, они обклеены для того, чтобы туда не попадала пыль. И таким образом ты видишь, чуваки по-любому едут на бёрн. Пробка на въезде растягивается на несколько километров, и в ней можно провести 5, 6, 10 часов, иногда даже больше. Нам повезло, и мы въехали довольно быстро. Некоторые пытаются попасть на территорию зайцем, как этот совершенно пьяный мужик, но каждый автомобиль тщательно досматривается, так что шансов очень мало. Каждый, кто приезжает на Burning Man впервые, должен пройти через традицию купания в пыли. Это обязательно для всех. Получить законные обнимашки и поздравления «Добро пожаловать домой». Burning Man, привет! Bienvenidos a Burning Man. Добро пожаловать, еноты, в Burning Man. Seja bem-vindo a Burning Man. Фолчик a Burning Man. Welcome to Burning Man. Этот фейерверк символизирует начало Burning Man. Теперь задача найти место в пустыне, которое станет твоим домом на ближайшую неделю, и встретить первый рассвет на Burning Man. Вроде нашли. Добро пожаловать на Burning Man, и перед тем, как я расскажу, как вообще здесь все устроено, немножечко истории. Burning Man начался здесь, на пляже Бейкер-Бич в Сан-Франциско в 1986 году. Здесь впервые сожгли деревянную фигуру человека высотой 2,5 метра. Идея этой затеи принадлежала Ларри Харви, которому помогал его друг Джерри Джеймс. В 90-м году желающих поучаствовать в церемонии сжигания человека стало так много, что власти Сан-Франциско отказали в проведении, и бёрнерам пришлось искать другое место.
которым стала пустыня в штате Невада. Событие, которое начиналось как костер в кругу друзей во время летнего солнцестояния, спустя 33 года стало собирать 70 тысяч человек со всего мира. Проводится Burning Man теперь здесь, в пустыне Black Rock, на дне высохшего озера, существовавшего в этом месте тысячи лет назад. Это одно из самых ровных мест на Земле. В 1997 году здесь был установлен мировой рекорд скорости на автомобиле – 1228 км в час. Black Rock широко известна своими пыльными бурями. Пылью здесь покрывается абсолютно все. Но самое интересное, что все это не песок. Это щелочь, которая лежала на дне озера. На много километров здесь абсолютно безжизненная земля, никакой воды и сильные перепады температур. В этом гиблом месте один раз в год усилиями тысяч людей строится настоящий город в пустыне, который существует всего одну неделю. Этот город называется Black Rock City. Именно в этом городе и проходит Burning Man, и именно о нем сейчас и пойдет речь. Перед бёрнерами стоит очень непростая задача. В месте, совершенно непригодном для жизни, за короткое время построить жилье, объекты инфраструктуры, защитить все это от жары, ветра и пыли, сделать так, чтобы все это подсвечивалось ночью и имело определенный эстетический вид. Ситуация осложняется тем, что в пустыне нет электричества. Все, что работает, работает от генераторов. От самых маленьких до больших, промышленных. Для генераторов, естественно, нужно горючее, и его тоже привозят с собой. Здесь используется и солнечная энергия. В Black Rock City существуют районы АЕЗ, то есть зоны альтернативной энергии. Здесь абсолютно все электричество получают из возобновляемых источников. На Burning Man завозится дичайшее количество мебели, конструкций, стройматериалов, и все для того, чтобы посредине большого, жаркого и очень пыльного ничего возник город. И примерно на второй-третий день он обретает свои черты. Это действительно невероятно видеть такую организованную структуру просто посреди пустыни. Далеко не все города в мире могут похвастаться такой компоновкой, как Black Rock City. Все изначально продумано до мелочей. Как в настоящем городе, здесь есть главные и второстепенные улицы, центральные и более тихие спальные районы. Все улицы здесь ровно 12,2 метра в ширину, и все они были размечены задолго до приезда первых бёрнеров. Black Rock City имеет форму полукруга. Как на циферблате, все поперечные улицы здесь называются по времени. 3.45, 2.15, 2.30 и так далее. Это крайне упрощает навигацию. Зная название улицы, ты представляешь себе часы и понимаешь, где ты находишься. Огромная центральная территория в этом циферблате – это Плая. К ней ведут все основные транспортные артерии города. В самом центре Плаи установлена фигура человека – The Man. Это центральная точка и главный объект в городе. С воздуха все это кажется компактным, но на самом деле расстояния здесь очень большие. Путешествие из одного конца Black Rock City в другой может занять больше часа, и это на велосипеде. Не забывайте, что в этом городе живет 70 тысяч человек. У города есть своя четкая граница, это так называемый trash fence. Первостепенная задача этого ограждения – задерживать возможный мусор, который сдувает ветром из города в пустыню. Trash fence опоясывает внешнюю границу Black Rock City. Он всего полметра высотой, его легко перелезть, но проникнуть через него на территорию почти невозможно. Полиция всегда пресекает такие попытки. На территории Black Rock City действуют законы США и штата Невада. За порядком здесь следит федеральная полиция, ее здесь много, и местные рейнджеры. Последние почти всегда на стороне бёрнеров. В городе есть ограничение по скорости в 5 миль или 8 км в час. Как в настоящем городе, в Black Rock City есть свой аэропорт, своя газета Берси Викли, почта и даже собственный почтовый индекс 89412. Есть проводной телефон. И он работает. По всему городу размещено 430 огнетушителей, у каждого из которых есть свой QR-код. Есть больница, административное здание, и здесь даже бывают пробки. Все как в обычном городе. Но Black Rock City – необычный город. Это пыльная фантазия на тему того, как может выглядеть постапокалиптический мир. Как будто игру Fallout и фильм Mad Max слепили воедино. На Burning Man приходится постоянно щипать себя, потому что поверить в то, что происходит вокруг тебя, это не сон, это происходит на самом деле, очень непросто. Со всех сторон тебя окружают нереальные инсталляции в стиле стимпанк, люди, одетые в совершенно футуристические костюмы,
И, пожалуй, самое впечатляющее, во всяком случае для меня, это так называемые арт-кары или мутант-кары. На Burning Man их больше сотни штук, и это правда чистый Mad Max. Внешний вид этих машин ограничивается, пожалуй, только фантазией конструкторов. Здесь есть подводные лодки, которые бороздят просторы пустыни, лихие повозки со стриптизершами, огромные рыбы, скорпионы и огромная куча всего странного, футуристичного и того, что даже непонятно, как передвигается. Этих механизмов так много, что даже за неделю всех их невозможно увидеть. Ты просто не успеваешь. По правилам Burning Man на арт-кар может забраться любой желающий, поэтому каждая машина проходит проверку и получает специальный номер, без которого она не может выезжать на плаю. На многих арт-карах установлены две вещи. Во-первых, баллоны с пропаном, и ночью вы поймете почему. А во-вторых, звук. Почти каждая такая машина — это, по сути, передвижной танцпол. На него можно подняться, ворваться в тусовку или просто кататься по Black Rock City. Но главный транспорт на Burning Man — это все-таки не монстр-кары, а велосипеды. Это мой, а это темный, естественно, он с электроприводом. Без велика здесь крайне сложно, так как расстояния действительно большие. Местные парковки вполне могут сравниться с амстердамскими, с одним только отличием. Такие велосипеды, как здесь, вы вряд ли встретите в любом другом городе мира. В Black Rock City все стараются максимально кастомизировать свои велики, и делается это не только для красоты, но и чтобы вообще иметь возможность найти свой байк в этом хаосе. Велосипеды здесь нужны и для того, чтобы передвигаться по самой большой и пустынной части города – Плайе. Плая – это музей под открытым небом. Здесь выставляют свои работы сотни художников со всего мира, и это не картины, а целые арт-инсталляции. На Плае более 300 арт-объектов. Чуть позже мы посмотрим их вблизи, а пока, я надеюсь, вы сложили примерное представление о масштабах и структуре города. И теперь самое время поговорить о его законах, и это крайне интересная тема. Black Rock City — это утопия. Этот город вряд ли смог бы существовать где-то за пределами Плаи. Но здесь, пусть и очень недолго, он существует. И когда ты создаешь город своей мечты, ничто не мешает написать тебе законы мечты, которые бы не работали в обычной жизни. А здесь они работают. Первый закон касается денег. За них на Burning Man можно купить только кофе и лед. На все остальное действует 100% скидка. Другими словами, здесь все абсолютно бесплатно. Бары бесплатно, еда бесплатно, развлечения тоже бесплатно. Наглядный пример. Холодильник с пивом, подходи, бери, угощайся. И так везде. Take stuff, leave stuff. Здесь for free можно получить очень многие вещи. Если тебе чего-то не хватает, достаточно просто об этом попросить. В общем, Burning Man — это о утопической системе человеческих взаимоотношений, такими, какими они могут быть чисто в теории. И здесь модель, которая выстроена между людьми, она, пожалуй, она близка к идеальной. Каждый делает что-то для общего блага. Burning Man — это макет идеального общества, построенный в пустыне штата Невада. Кто-то бесплатно чинит байки, просто потому что велосипед здесь — это очень важно, и они имеют свойство ломаться. Кто-то открывает лавку по ремонту обуви, куда ты приносишь разорвавшиеся сандали, а на следующий день забираешь их в рабочем состоянии. Бесплатно. Кто-то открывает бутик одежды. Приходи, выбирай и забирай все, что нужно. Кто-то прямо на дороге освежает тебя холодной водой, и поверьте, это очень приятно. Кто-то раздает фрукты, кто-то сладости, а кто-то наливает тебе пиво. Просто потому, что кто-то это должен делать. Я тут на Плае обливаюсь потом, и просто подъезжает огромный арт-кар и говорит: чувак, а может быть тебе налить холодненького чаю со льдом? И я такой: почему бы и нет? Все угощают друг друга. Это настолько невероятно. При наличии свободного времени в Black Rock City можно питаться бесплатно
на постоянной основе. Зачем стоим? За хот-догами. Здесь бесплатно раздают. Каждый день будут 3:30 дня раздавать хот-доги. И вот тебе очередь, пожалуйста. В очереди придется выстоять минут 15-20, потому что желающих очень много, но зато чистый профит. То же самое происходит с завтраками и ужинами. Там, где очередь, по-любому что-то раздают. Теперь немного о барах. Их здесь, я думаю, где-то около 1000. Наливают на каждом шагу. Здесь есть даже крафтовые пивоварни, в которых по 10-15 сортов пива. Напоминаю, что мы в пустыне. Процесс очень простой. Принес стакан, поставил его на стойку и все. Намек понят. Причем зазывало в местных барах, они не просят, чтобы ты зашел. Они настаивают, они заставляют тебя зайти и выпить именно в их баре. Это прям принудительная история. Они останавливают тебя на дороге и затаскивают тебя в бар. По законам США наливают только лицам старше 21 года, поэтому в барах обязательно нужно предъявить ID, скан которого многие наклеивают прямо на стакан, потому что так удобнее. Кстати, забыл сказать, что стакан все носят с собой, пристегивая его карабином, потому что пластиковой посуды здесь практически нет. Все из-за еще одного закона Burning Man — не оставлять следов. Территория после Burning Man должна быть такой же, как и до Burning Man. Урн здесь нет. Весь личный мусор нужно складывать в мешки и забирать с собой. На выезде из Black Rock City ее можно будет сдать за $10-15 за мешок. То же самое происходит с водой. Слушай, а куда ты деваешь воду, которая вот сливается сейчас? Воду все надо сливать в ведра, а потом увозить из плайн, получается. То есть ты не можешь ее вылить здесь? Вообще никак. Можно вылить чистую воду, получается вода, которая выходит из-под кулера, которая просто растаявший лед. Ее можно разливать, но это надо делать очень медленно и на большой дистанции, так сказать. Ну, как бы нужно с кулером прям бегать, чтобы капли были. Вот. А если нужно слить много, то это только с собой. В Black Rock City запрещены любые бренды. Логотипы обычно заклеивают, поэтому еще дома мне пришлось провести определенные операции с камерой и телефоном. Нахождение на Burning Man определяется концепцией радикального самовыражения. Делай все, что хочешь, главное, чтобы это не напрягало остальных. Хочешь ходить голым? Без проблем. Здесь так ходит достаточно приличное количество бернеров. Но большинство все же одеваются. И одежда Black Rock City — это тоже мощный инструмент самовыражения. Костюмы на Burning Man готовятся задолго до самого события. Многие из них шьются на заказ. Обязательные атрибуты костюма — это пояс, на который можно повесить всякие нужные штуки, очки, удобная обувь, хотя, наверное, внешний вид здесь все-таки важнее удобства, и маска от пыли. На Burning Man чем более дурацкий и гротескно ты одет, тем лучше. То есть здесь работает история, когда люди, которые одеты просто как я, они здесь белые вороны, а не какие-то фрики. Фрики — это как раз и есть бернеры, это и есть коренное население Плаи. За неделю бернер обычно меняет несколько костюмов. И так как днем в пустыне бывает очень жарко, то костюмы здесь, это то, что называется минимум вещей. Но при этом люди выглядят ярко, эпатажно, и их постоянно хочется фотографировать. Теперь пару слов о быте. Самый бюджетный вариант проживания — это обычные палатки, но в них очень жарко, поэтому некоторые живут в специальных термошатрах. Многие бернеры живут в трейлерах, ну а те, у кого много денег, вот в таких вот лакшери-домах на колесах. Каждый старается как можно сильнее уютизировать придомовую территорию, и иногда получается прям вот очень кайфово, с учетом того, что все это происходит в пустыне. Мы решили не заморачиваться, и вот так вот выглядела терраса возле нашего RV. Просто, лучше, чем ничего. Самая важная часть — это, конечно же, холодильник, и у нас он был просто забит всякими продуктами. Из морозилки вообще все выпадало, потому что ребята постарались накануне и запаковали в вакуумные упаковки десятки пачек с едой. Ее было так много, что половину мы вернули назад в Сиэтл. Вот чтобы вы понимали уровень подготовки, у нас даже был шампунь, который не нужно смывать. Не сухой, а именно жидкий. Самый важный ресурс — это вода. Ее нужно привозить с собой много, в канистрах или специальных упаковках. Но все равно на помыться для 5 человек не хватит, поэтому обычный душ Black Rock City у меня выглядел как-то так. Да, касатики, я реально неделю мылся влажными салфетками. Звучит, конечно, жестко, но на самом деле никакой трагедии. Life is life. Мытье посуды происходит примерно по такой же схеме. Короче, Burning Man
Это такой тренинг, как научиться делать много всего с помощью влажных салфеток. Влажные салфетки — это очень важный элемент быта, потому что пустыня Black Rock известна своими пылевыми бурями. От них здесь все защищаются, но это такая защита на полшишечки, потому что пыль здесь мелкодисперсная, и она все равно попадет куда нужно. Когда на плае метет, а это бывает очень часто, все вокруг выглядит как в фильме «Мгла», и ты буквально можешь видеть только на 5 метров вперед. Причем эти бури крайне локальные. Вот сейчас вроде все нормально, но подул ветер, и через несколько секунд уже ничего не видно. Привыкаешь на самом деле. Даже после маленькой бури ноги и руки выглядят, такими слегка поседевшими. Что касается камеры, то для нее этот Burning Man стал последним. То же самое и с одеждой, в которой я поехал. А кеды вообще теперь покоятся на стенке в моей студии. Чистить их, честно говоря, я даже не пытался. Во всем, что происходит на плае, есть очень много чего-то такого первобытного, какой-то такой дикости, которая в каждом из нас сидит. И если в обычной жизни мы отказываемся от дауншифтинга, не мыться неделю или находиться посреди всей этой грязи, то здесь в течение 7 дней, мне кажется, многие от этого даже кайф получают. Дауншифтинг здесь даже по части связи, так как мобильный в пустыне не ловит, то для того, чтобы связаться с каким-то своим другом, просто даже договориться о встрече, ты не можешь ему позвонить, тебе нужно брать записочку, писать ее и прикреплять на специальный столбик. Когда-то он ее прочитает, и, возможно, вы свяжетесь. Короче, здесь все непросто. С некоторыми знакомыми, которые были здесь, я так и не встретился, просто потому что не было связи, а о записочках мы заранее не подумали. На Burning Man можно поехать не самому, а с другими бернерами в составе кемпа, то есть лагеря. Здесь их около 1900. У каждого кемпа есть своя специализация, и каждый делает что-то полезное для города. Возможно, это, конечно, синдром красной машины, но знакомые речи я слышу на каждом шагу. То есть людей из России, Украины, Беларуси, Казахстана здесь очень много. И особенно выделяется Россия и Украина, потому что здесь, на Burning Man, есть несколько русских и украинских кемпов. Первый кемп, который я собираюсь вам показать, это российский плов-крафт. Ребята занимаются тем, что каждый день делают вкуснейший плов и раздают его всем желающим. Все участники кемпа поочередно дежурят на кухне, и, соответственно, все участвуют в постройке жизни лагеря. Большой у вас кемп? Около 30 человек. Чего вы вообще решили его сделать? Зачем нужны кемпы? Слушай, кемпы, в моем понимании, кому трудно одному, допустим, кому нужна коммуникация с другими людьми. Потому что, опять же, для меня, почему я в кемпе, а не сам? Хотя могу сам. Потому что, когда ты потусил где-то, приходишь домой, если ты один, и что, ты засел просто дома и все. А здесь ты приходишь, и ты как в семье находишься, то есть всегда движуха какая-то. Идем дальше. Украинский кемп «Борщ» каждый день в 8 вечера дает всем страждущим, во-первых, вареники, которые лепятся вручную здесь же, и, естественно, борщ. Каждый вечер здесь варят здоровенную кастрюляку борща. Желающих целая очередь. Вопрос, как вообще иностранцы реагируют на борщ? Прекрасно. Прекрасно реагируют на борщ. На самом деле очень много людей, которые в третьем поколении из Украины, которые там дедушки только переехали, которые только слышали когда-то. И они, конечно, вообще в восторге. Ну и все. Welcome. Ребят, борщец просто огонь. Кроме всего этого, в борще угощают черным хлебом, салом и наливают всем желающим горькую. Если честно, видеть, как китайские бернеры в пустыне лопают вареники под песни «Океана Эльзы» было, крайне необычно. Как и слышать на Burning Man знакомую речь. В 2008 году я не видел ни одного человека, который говорит по-русски. Я за неделю на плаве не слышал ни одного русского слова. А это сейчас? Было, walk around, like everybody speak Russian. Все говорят по-русски. То есть ты едешь, очень много русскоязычных людей. Я не знаю, почему это популярно стало, но очень много. У нас соседи, абсолютно, мы не знаем этих людей, но они все говорят по-русски. Теперь через день мы всех знаем, но это так получилось. Ребята живут напротив нас тоже, говорят по-украински, по-русски. Очень много славян, которые приезжают. Еще дальше пошли ребята из российского кемпа Art of Steam. Они построили здесь русскую баню. Даже не одну, а целых 2. Здесь все по-взрослому. Настоящая баня на дровах, березовые веники и настоящая банная церемония, которая длится целый час. Здесь также есть лаунж, где можно отдохнуть после бани. Записываться к ребятам нужно очень заранее, потому что желающих, крайне много. Если вам кому-то кажется, что баня в пустыне это чё, то на самом деле вы не правы, потому что после бани любая жара, она кажется холодом, то есть настолько открываются поры, поэтому
банька в пустыне, это прям, это супер круто. И, ну, честно говоря, чуваки, конечно, супер заморочились. Реальная баня, реальные люди, к сожалению, не могу их показать, потому что они голые, но они здесь. А теперь чисто бёрнерская история. В бане я случайно встретил продюсера «Орел и решка» Марину Гранкину, которая при виде камеры поспешно замоталась в полотенце. Марина Гранкина. Очень холодно. Самое интересное, что реально Гранкина 2 раза меня на съемках видела голым. И сейчас пришел час расплаты, потому что я случайно увидел, как она выходит из бани. Я сегодня его искала 40 минут. Я чуть солнечный удар не получила, пока я подошла. И тут надо было встретить случайно его, когда я просто стояла голая. О том, как сложно сделать баню в пустыне, рассказывает Саша, одна из организаторов Art of Steam. Слушай, это же куча денег. Бани? Ну, вообще организовать все это. Организовать? Ну, ты знаешь, это работает как через кемп-фи. То есть, как бы люди, которые хотят присоединиться, мы все вместе сбрасываемся на продукты, на инфраструктуру, на какие-то разные вещи. И вот как бы каждый год, например, мы выделяем из вот этого кемп-фи какую-то часть денег, например, купить огромный купол для лаунча. 1 год выделили. 2 год, давайте баню, давайте. То есть мы ищем каких-то инвесторов, которые готовы, например, вложиться в создание проекта, но у них нет времени, но у них есть деньги. И есть ребята, у которых нет денег, и есть время, и есть желание это все строить. Вот. Но на выходе, что вы получаете на выходе? Офигенный опыт. Теперь о том, чем днем можно заняться на Burning Man, о местных развлечениях. Первая мысль, с которой нужно свыкнуться на Burning Man, это то, что все увидеть просто это невозможно физически. Как течет время на Burning Man, лучше всего показывают вот эти часы. Да, совершенно непонятно. Здесь, в Black Rock City, существует специальный термин, который называется Playa Time. Это означает, что как бы ты ни планировал что-то там себе и не старался успеть в тайминг попасть, ты 100% не успеешь, потому что пока ты едешь к какой-то точке, по пути происходит столько всего интересного. Тебя 10 раз окликнут, 5 раз с кем-то выпьешь, познакомишься с какими-то иностранцами. Короче, любая поездка — это целое приключение, которое заканчивается тем, что ты смотришь на часы и понимаешь, что каким-то образом ты где-то 2 часа шлялся. Каждый день здесь происходит тысячи ивентов, от маленьких до очень масштабных. И первое, о чем вы думаете, это, наверное, вечеринки, алкоголь, все такое. И да, и нет. Да, потому что, конечно, здесь все несется, играют диджеи, проходят вечеринки, но Burning Man — это не только про музыку. Здесь проходят конференции, лектории, мастер-классы. Темы самые разнообразные, от блокчейна и стартапов до BDSM и психоделического опыта. Экспириенс на Burning Man можно получить самый разный. Можно покататься на самодельных аттракционах, поймать ветер в пустыне или просто получить по заднице. Взрослые развлечения, кстати, здесь тоже есть, но это видео могут смотреть дети, так что просто поверьте мне на слово. Развлечения здесь на любой вкус. Burning Man можно, в принципе, сравнить с парком развлечений. С одной оговоркой, что каждый делает развлечения друг для друга, и все развлекаются. Здесь есть танцевальные классы, школы йоги, скалодромы. Напоминаю, что бёрнеры все это сами привозят. Роллердром, очень немаленький, кстати. Тату-студии. Здесь куча разных интерактивных развлечений, вроде выпустить пар на ударную, либо покрутить педали с пользой для дела. Или записаться на лечебный массаж-ног, который тебе сделают другие бёрнеры. Что очень прикольно, сюда могут прийти люди на массаж ног, но если им понравится, они могут остаться и начать волонтерить, то есть делать массаж ног другим людям. Звучит совершенно крышепильно, но поверьте, многие остаются. А вот в кемпе Rock Nation делают пивной массаж. То есть массаж прохладными пивными банками, которые здесь можно брать практически в неограниченном количестве. И тут на самом деле все серьезно. Разные техники, приемы, и даже есть инструктор, который, если нужно, поможет и подскажет. Слушайте, пивной массаж — это просто гениально. А самое главное, что ты можешь не только массировать пивом, но и пить его во время массажа. Здесь всем угощают. Естественно, на Burning Man можно сыграть свадьбу. И это, наверное, единственная свадьба, где невеста может стоять в шлепанцах, подружка невесты быть в купальнике, а на входе стоит табличка с надписью «Нафига мы вообще это делаем?». Если же говорить лично обо мне, то, наверное, самым запоминающимся дневным событием были не эти шумные вечеринки, а момент, когда я просто ехал по одной из улиц и случайно услышал занятия местного хора. Это было крайне неожиданно и очень круто, и это, наверное, лучше всего объясняет, насколько разные люди приезжают на Burning Man. Если вы думаете, что здесь только молодежь, то вы ошибаетесь. Burning Man'у 33 года.
Это значит, что тем, кто начинал сюда ездить 20-летним, сейчас уже за 50. Вот этому стильному джигиту с розовыми волосами около 70. Это его 13-й Бёрн, и он ездит сюда со своим сыном. Кстати, о детях. Здесь они тоже есть, и до 12 лет им положен бесплатный билет. Как с детьми на Бёрне? Нормально. Ну, слушай, гораздо меньше видишь, конечно, чем без детей. Но вообще норм, конечно. Сюда ездят физики, теоретики, ракетостроители, инженеры и бог знает кто еще. Все люди на Burning Man плюс-минус одинаковые, и разглядеть в измазанном пылью Бёрнере работника SpaceX сложно, но они здесь тоже есть. Вообще, как обычно, люди — это самое интересное, что можно найти, и Burning Man здесь тоже не исключение. Что прекрасно, это то, что Burning Man — это не только про тусовки, про арт-объекты, это еще и про человеческие отношения, и про людей, которые, каждый из которых тебя зовет в гости, рассказывает свою историю, и они порой невероятны. Только что я познакомился с чуваком, который привез сюда электронный микроскоп, и он 35 лет занимался исследованиями спермы. Он здесь делает анализ спермы для всех желающих, просто как часть экспириенса. Просто невероятно. Кстати, этот микроскоп питается энергией исключительно от солнечных батарей. А вот эта милая американка вместе со своим мужем делает здесь кемп, в котором они бесплатно ремонтируют велосипеды для всех желающих. About 5 years ago, my husband said, "Hey, I have an idea of something I want to do for a vacation." Okay, I'm up for it. What do you want to do? I want to go to Burning Man. It was never on my radar. I never thought about Burning Man. I never looked at it. Nothing, and I was like, let's do it. Let's do it. And it was one of the best choices that we've ever made, actually. We have made lifelong friends. And every year we have friendships that are developed here. It's like life is accelerated here, I think. В общем, все эти фишки — это про то, насколько кайфово отдавать, не требуя ничего взамен. И люди здесь, на Burning Man, получают от этого колоссальное удовольствие. Многие приезжают сюда как туристы, просто посмотреть, но очень быстро включаются в процесс. Я смотрел это все со стороны. Я был наблюдателем. Не хочу сейчас быть наблюдателем, я хочу участвовать в этом всем. Почему? В этом смысл. Inclusion. Ты себя включаешь в это все. То есть, когда ты смотришь со стороны, тебе кажется, забавные ребятки, забавные все такие странные, но забавные. Но когда ты участвуешь в этом все, ты понимаешь, зачем это все. И здесь в этом и смысл утопии, когда ты находишься, люди настроены на то, чтобы отдавать. Люди не думают про деньги. Люди готовы существовать в этом мире. Они очень добрые все. Это в этом смысл. Это мой второй Бёрн, и когда я сюда приехала, я поняла, что я хочу сюда вернуться не потому, что здесь много пати или какие-то интересные инсталляции и так далее. Наверное, основное это было люди. И основная идея Бёрна — это сделать общество, которое доказывает, что деньги — это не то, что правит миром. И здесь можно найти любую помощь, любую поддержку, любые вещи абсолютно бесплатно. И когда ты приезжаешь сюда и берешь, ты сначала берешь, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты не хочешь больше брать, ты хочешь давать. Ты хочешь тоже сделать что-то для этих людей, потому что они для тебя так много сделали, и это классно. Бёрнеров иногда называют finally normal people, то есть наконец-то нормальные люди. Люди, которые готовы отдавать, которые готовы тратить средства и время для того, чтобы просто делать приятное другим людям. Впервые я наблюдал это необычное явление в Новом Орлеане на фестивале Марди Гра. Там люди тратили по 10-20 тысяч долларов просто для того, чтобы дарить подарки другим людям, и получали от этого дикое удовольствие. Но здесь, в Black Rock City, на Burning Man, все это приобрело совершенно другие масштабы. Практически все монстр-кары, которые вы видели, построены за собственные деньги Бёрнеров. И их мало только построить, их нужно сюда привезти. Но, наверное, одно из самых невероятных явлений здесь — это арт-объекты. Это инсталляции, которые были спроектированы специально для Burning Man независимыми художниками из разных уголков мира. Я, честно, даже представить себе не могу, сколько труда было вложено в каждый объект, и не только на его постройку, но и на логистику и обслуживание. Все инсталляции мне так и не удалось посмотреть, их правда очень много. Поэтому сейчас вы видите только то, что я успел снять за неделю. В каждом арт-объекте заложен свой смысл, и все они на фоне этих пейзажей выглядят абсолютно сюрреалистично, как настоящий мираж пустыни. Ну и самое интересное.
это то, что часть арт-объектов, которые вы только что увидели, была построена российскими и украинскими бёрнерами. Начнем, наверное, с самого яркого объекта на всем Burning Man. Это российская 23-метровая инсталляция, которая называется «Слоник». Его придумал художник Михаил Цатурян, чтобы привлечь внимание людей к проблеме вымирания слонов в Африке и Азии. Продюсером этого проекта был Паша. Мы случайно познакомились в одном из кемпов, куда я приехал повидаться с Ярославом Карцом. Это лидер украинского бёрн-движения и человек, который несколько лет назад привез сюда первый украинский кемп «Куренивка». В этом году 4 арт-проекта украинских, таких с украинскими корнями. Есть проект «Какунап». Ребята из Днепра, мы вчера к ним заехали, и мы были очень поражены просто ювелирностью работы этого проекта. Он небольшой, он маленький, скажем так, это такое яйцо размером чуть больше, чем человеческий рост, вырезано из фанеры. Тоже украинский проект. Я ездила вокруг него. Оно раскрывается, в нем такие две фигуры, мужчины и женщины, которые тоже крутятся, и потом они опять раскрываются, с них вылазят крылья. Там очень много аниматроники, и он прям как такая музыкальная шкатулка. С ребятами, которые делали этот проект, мне тоже удалось познакомиться. Это Лена, Костя и Леша, выходцы из Запорожья, которые сейчас живут в Сиэтле. Да, эта инсталляция была привезена из Днепропетровска. Она была вырезана, разработана, спроектирована в Днепропетровске и потом в таких специально заказанных контейнерах, которые тоже подбирались под нашу инсталляцию. Она была транспортирована и здесь уже собрана, причем в Украине часть команды видела, как это было в целостности, часть нет. Здесь точно так же, кто-то видел, кто-то нет. И уже когда мы все собрали, все люди наконец-то увидели конечный результат. Кто из команды не видел целиком полностью? Хотя все участвовали просто на 100% в разработке этого проекта, но никто не видел этот финальный результат. И когда это случилось, мы просто реально обнимались и поздравляли друг друга, потому что это все заработало. Чуваки, вообще один вопрос, реально, зачем? Мы тоже не знаем. Мы не знаем, зачем мы, это. Если честно, несколько раз думали. Зачем? Зачем мы это делаем? Нет простого ответа, просто прикольно, почему нет? Надо что-то сделать. It's called radical self-inclusion. И самое интересное, что большая часть инсталляций после бёрна нигде не используется, она просто или сжигается. То есть некоторые люди не успевают со сроками, и даже в середине бёрна или под конец эта инсталляция появляется, 2-3 дня стоит и потом просто сжигается, исчезает. А на ее создание уходит год. То есть люди целый год делают. В итоге она 5 дней стоит и исчезает. А знаете зачем? Затем, чтобы доказать, что все материальное, оно не имеет никакого значения. Скажите, вы свое сожжете? Да, мы часть будем. Металлическое не будем, а дерево, да. Деревянное все сжигаем. Вы сожжете это? Да. Реально? Да. Вам не жалко? Самое главное, жалко, но мы сожжем. Эту инсталляцию во всей красе лучше смотреть ночью, и я покажу ее вам в работе чуть позже. А пока еще один украинский арт-объект – проект «Катарсис». Так как тема Burning Man в этом году была метаморфозы, то ребята сделали вот такую вот бабочку, а художница Марина Маляренко расписала ее петряковской росписью. Это украинская орнаментальная народная живопись, которая включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Получилось очень эффектно, и бабочка стала одним из хитов Burning Man 2019 года. Сделала ее команда украинцев, которые сейчас живут в Сиэтле, и этот объект тоже лучше всего смотреть ночью. К ночи здесь готовятся основательно. С 1993 года на Burning Man существует традиция зажигать керосиновые фонари, чтобы осветить улицу, ведущую к человеку. Этим занимаются специальные люди, которых называют lamp lighters. Они повторяют эту процедуру каждый день. Накануне заката каждый пытается взобраться как можно повыше, чтобы воочию наблюдать заход солнца над Black Rock City. Вечером пустыня окрашивается просто в какие-то нереальные цвета. Это продолжается очень недолго, 30-40 минут. Но пейзажи вокруг становятся еще более инопланетными.
Подготовка к ночи начинается с костюмов. После захода солнца в пустыне становится холодно, поэтому одна из фишек Burning Man — это шубы. А во-вторых, это подсветка себя. В Black Rock City нет централизованного освещения и уличных фонарей, и чем лучше ты, и особенно твой велосипед, будет подсвечен, тем меньше шансов, что тебя попросту собьют. Поэтому велосипеды здесь очень конкретно оборачивают светодиодными лентами, навешивают всякие мигающие прибамбасы, и каждый велик выглядит как маленькое световое шоу. То же самое касается и жилых объектов в городе. Burning Man — это 24 часа событий. В каждую минуту времени здесь что-то происходит. Но ночь — это, наверное, самая активная часть суток. На самом деле, можно смело сказать, что существует два отдельных Burning Man — дневной и ночной, потому что ночью все очень сильно меняется. Black Rock City начинает напоминать Лас-Вегас. Количество огней здесь просто ненормальное. Все горит, мигает и выглядит как лунопарк. Трафик ночью — это просто сумасшествие. Все вокруг ездит, звучит, и чувство, что после заката даже самый ленивый уезжает на плаю. И в этом есть смысл, потому что уже знакомые тебе объекты превращаются во что-то полностью фантастическое. Ночью здесь натурально можно сойти с ума, потому что вообще сложно поверить в реальность происходящего и всего, что окружает тебя. Особенно, когда ты, например, видишь вот это. Реально сумасшествие какое-то. Вот ты просто едешь на велосипеде в ночи по пустыне и видишь Боинг, который тащит, и на нем танцуют люди. Просто чокнуться, ну честно. Да, настоящий Boeing 747, из которого сделали танцпол, тоже несколько раз вывозился на плае с помощью тягачей. Но самый главный арткар на Burning Man — это не Boeing, а Mind Warrior. Этот передвижной танцпол обычно уезжает на самые отдаленные участки плаи, и за ним следует целая вереница велосипедов. Mind Warrior — один из самых дорогих арткаров на Burning Man. По разным источникам, которые можно найти в интернете, на его постройку ушло от 3 до 8 миллионов долларов. Здесь 24 мощных сабвуфера и около 70 киловатт звука, которые могут сами доехать в любую точку Black Rock City. Добавьте сюда мощные RGB-лазеры, которые видно практически из любой точки города, фаер-установки и один из лучших диджейских лайнапов на Burning Man. Вообще на Burning Man приезжают очень крутые имена в электронной музыке. Здесь регулярно выступают Карл Кокс, Джейми Джонс, Мартинес Бразерс, Гай Гербер и многие другие. Для всех, кому эти имена ничего не говорят, это как бы звезды диджеинга. Так как почти каждый арткар здесь это танцпол, то танцполов ночью на Burning Man очень много. Я бы даже сказал, их слишком много. Из-за этого часть стоит полупустыми. Но сделано они настолько круто технологично, что почти любому городу было бы за честь иметь такой клуб в своем списке. К счастью, кроме электронной музыки, ночью здесь тоже есть чем заняться. И ночной Burn — это парк развлечений, наверное, еще больше дневного, где каждый может найти себе занятия по интересам. Здесь есть разные аттракционы, скейт-парки и даже цирк есть. А вот эта вот штука собирала реально много народу. Это бои, где соперника нужно столкнуть на маты. А как насчет портрета из дерева, сделанного бензопилой? Неплохо, правда? Вдобавок здесь выступают очень клевые группы, и на концерте этого фанк-бенда я вот конкретно подзалип.
Теперь пару слов об огне. Очевидно, что на Burning Man, то есть на горящем человеке, огня должно быть как бы очень много. И его здесь реально много. Он везде. На диджейских стойках, вывесках и даже на костюмах. Зацените, это вообще круть крутейшая. Эти рога на самом деле металлические трубки, которые идут к баллонам на поясе. Это самый замороченный костюм на Бёрне из тех, что я видел. Огнем здесь можно играть под музыку и даже взять его в руки. Это игра, где огненный шар нужно забросить в лузу. Самый огненный монстр-кар — вот этот осьминог. Это крайне технологичная конструкция, в которой почти все движется. И еще он умеет делать вот так. Но самая крутая штука, которую лично я здесь видел, это огненный торнадо, который может сделать любой желающий. Без шуток. Тебе в руки дают специальную горелку, а на огонь со всех сторон направлены вентиляторы. И если все правильно сделать, то получается вот так. Короче, да, огня здесь много. Мне не очень хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что ночной Black Rock City — это только тусовки. Нет, это отдельный, удивительный и очень разносторонний мир, где каждый может найти себя. Сейчас, как и обещал, уже знакомые вам арт-инсталляции ночью. Думаю, что после всего увиденного многим из вас интересно, как эта огромная машина под названием Burning Man работает изнутри. Для того, чтобы разобраться в этом, я встретился с одним из организаторов события, Вероникой, которую здесь все знают как Сибирь. Сибирь, почти как Мэри Поппинс, разрезая местную пыль своим ванвилом, завела меня в один из лагерей организаторов. Проведением Burning Man занимается некоммерческая организация Burning Man Org. Второй год я работаю на Burning Man Org. Что же работаешь? Получаешь деньги? Я получаю деньги. Это сезонная работа. Ну, то есть работники делятся на постоянных и на сезонных. То есть постоянные работают в Сан-Франциско целый год, сезонные нанимаются, начиная от недели, заканчивая 4 месяцами, где-то так. Burning Man зарабатывает деньги? Люди, которые работают целый год, они получают зарплату, на которую они живут. Самая максимальная зарплата из всех людей – это 250 тысяч в год, что по уровню Сан-Франциско на самом деле вообще очень средненькая зарплата. То есть, и это самый высокий уровень. То есть сказать, что по штатовским меркам люди, которые работают на Burning Man, зарабатывают, я бы не сказала. Часть денег, которые получает Burning Man Org, распределяются в качестве грантов среди художников, которые хотят построить арт-инсталляцию на плае. Соответственно, если у тебя будет реально офигенный арт-проект, то ты можешь податься на грант. Есть большие гранты, условно там в 10 тысяч долларов. Есть маленькие гранты в 1500. Вот. То есть это небольшие деньги, на самом деле? Это не покрывает вообще никоим образом, это не покрывает весь затраты всего. То есть реально люди, вот эти махины строят за свое бабло? За свое бабло. Они, мало того, что они это строят, они сюда сами приезжают, они сами разбираются с логистикой, они сами разбираются с лагерями, они сами разбираются со своей едой и проживанием. Зачем они это делают? Это самый большой вопрос вообще всего Burning Man. Почему люди сюда приезжают, зачем они это все делают?
Крайне интересная тема на Burning Man — это тема уборки территории, которая по договору со штатом Невада должна остаться в таком же состоянии, как и до проведения Burning Man. Остаются люди, которые работают в департаменте, который называется Реста, до октября. Они проходят несколько раз всю территорию Burning Man. Ну вот сначала рука к руке, потом на вытянутой руке, потом через человека. Несколько раз проходят всю территорию, проверяя на то, что что-то осталось. Каждый волос считается мусором. То есть все то, что от вас отвалилось в процессе Burning Man, там блестяшки, перышко, часть перышка, это все мусор, который убирают те люди, которые остаются здесь до октября. Ну, так как мы уже затронули тему денег, то давайте разбираться в финансовой стороне вопроса. Основная сложность состоит в том, что билеты на Бёрн купить крайне непросто. Почти без проблем можно купить билет по предпродаже. Правда, стоит такой билет $1600. Поэтому основная охота происходит за билетами в главной продаже. Там количество билетов лимитировано, но стоят билеты $425 плюс налог, что в принципе, ну окей, не $1600. В этом году было подано 1,5 миллиона запросов на покупку билетов, а продано их было всего лишь 23 тысячи штук. Поэтому даже несмотря на то, что мне пытались купить билеты 3 разных человека, ничего не получилось. Билеты улетели в электронной очереди за 2 часа. В общем, только благодаря маме Алины, которая каким-то чудом купила билет, вот этот вот, я полетел на Burning Man. Но, честно говоря, в какой-то момент я думал, что я просто останусь без билета и, в общем, ничего не получится. Сколько ты потратил на Burning Man в прошлом году? 9 тысяч на двоих с Алинкой. Но это включая костюмы и включая корову, которая нам обошлась экстра $300 на человека. Лучше не спрашивайте. В прошлом году по дороге на Бёрн ребята попали в ДТП, и машину пришлось ремонтировать. Сколько слетать на Гавайи стоит? Также на двоих, чтобы хорошо, в хорошем отеле, машину рентануть с экскурсиями, 4 тысячи. Почему Burning Man, а не Гавайи? Ну это однозначно среди всех наших путешествий это самое лучшее. 100%. Здесь, кстати, можно податься на Low Income Ticket. Это билет для людей с небольшим достатком. То есть, если ты докажешь, что у тебя не очень большой заработок, но ты хочешь поехать на Burning Man, тебе продадут билет за полцены, примерно за $200. На самом Burning Man, как вы понимаете, расходов немного. Кстати, я забыл рассказать еще об одной штуке, которую на Burning Man можно сделать абсолютно бесплатно. И, если честно, это звучит немного нереально, но здесь можно бесплатно полетать на самолете. То есть, представляете, летчики прилетают сюда в Black Rock специально, берут с собой горючку, платят за все это, берут свой самолет для того, чтобы целый день бесплатно катать бёрнеров. Катают они, конечно, не целый день, а в свободное время, но желающих покататься здесь очень много, поэтому в очередь нужно становиться рано утром. Мне становиться в очередь не пришлось, потому что Андрюха из Майами, с которым мы случайно встретились на улице, отдал мне свой билет на парашютный прыжок. Да, в Black Rock City также существуют кемпы для тех, кто занимается скайдайвингом. Вот Рома, которого вы уже помните, здесь, например, прыгал почти каждый день. Парашют мне дали, но не для того, чтобы прыгать, а для того, чтобы загрузиться со скайдайверами в один самолет и показать вам, как выглядит Black Rock City с высоты в несколько километров. В общем, как-то вот так выглядит Black Rock City с высоты птичьего полета. А сейчас давайте посмотрим, что же там получилось у Ромчика. Ромчик рассказал мне, что в аэропорту Black Rock City даже существует специальный самолет, в котором вместо сидений лежат красные матрасы. И этот самолет сделан только для того, чтобы заниматься любовью в воздухе. То есть парочка заходит, их поднимает на какую-то высоту, там все происходит. Ну а пилот, практически как водитель маршрутки, через зеркало может все это наблюдать. Ну, последнее не точно, но самолет реально существует. Я не рассказал вам еще об одной очень важной постройке в Black Rock City. Это так называемый храм. В 2019 году он носил имя Temple of Direction, то есть храм направления.
и был построен по мотивам храма Фусими Инари в Киото, который я показывал в большом выпуске из Японии. Храм — это место духовного очищения и прощания с чем-то ценным. Многие несут сюда фотографии людей, которых уже нет с нами, их личные вещи, записки. Здесь почти всегда тихо и своя, очень сильно отличающаяся от остального Бёрна, атмосфера. Храм вместе со всеми вещами и фотографиями, как и почти все деревянные объекты на плае, вместе с мебелью, фурнитурой, картинами, будут сожжены в течение недели, которую длится Burning Man. Сжигать арт-объекты начинают с середины недели, а дым от пожаров иногда видно почти с любой точки города в пустыне. Сжигают здесь всегда очень помпезно, и это не грустная церемония. Все обычно радуются. Исключение — это храм, его сжигают в полнейшей тишине. Но в остальных случаях из уничтожения арт-объектов делают настоящее шоу. Здесь я впервые увидел огненные смерчи, которые образуются из-за сильного перепада температур. Здания сгорают за 10-20 минут. Блин, на самом деле жар нереальный вообще, просто сгораешь здесь. Я... Сейчас волосы на ногах сгорят к чертям. Сжигание продолжается всю неделю. А в субботу происходит самое главное событие, на которое собирается абсолютно весь город. Все 70 тысяч человек. Lately I found this place where nothing seems right, and I don't know what to think about the night. Yeah, it's cold in the darkness and we don't know where we're gonna go. Time to let go. Burning Man — это игра, но в нее играют так много людей, и они так искренне верят в то, что делают, что эта игра, пусть и ненадолго, всего лишь на неделю, становится реальностью. Выводов в этом большом выпуске не будет. По-настоящему почувствовать, что такое Burning Man, можно только при полном погружении в процесс. Потому что в этом и есть смысл утопии.